Ну и почему же? Если Америка вся такая прекрасная, американцы все такие позитивные и постоянно улыбаются, то почему половина Америки находится в депрессии, сидит на антидепрессантах и страдает от психических заболеваний? Такой вопрос задали мне в комментариях. Спрашивали, отвечаем. У меня на этот счет есть свое собственное субъективное мнение. Я вижу как минимум 3 причины, о которых вам сейчас расскажу. Всем привет! С вами Таня Генерал, канал «Субъективно об Америке» и наши истории о глобальных переменах во взрослом возрасте, о смелости жить так, как нравится и об американских реалиях сегодня. Поехали! Сегодняшнее видео снято опять в формате бродилки. Я осваиваю район на севере Хьюстона, штат Техас, который называется Сайпрус. Самая главная достопримечательность этого района – это вот такие вот рукотворные озера, которые здесь создали на заболоченной почве, и вокруг них строят красивые дома. Сейчас мы начнем нашу бродилку с района самого старого. Вы увидите разницу, потому что в конце видео я покажу вам самый современный район, застройки вот буквально предыдущего года и этого года, и вы увидите, как существенно они отличаются. Ну а теперь, собственно, к теме нашего видео. Если быть совсем точными и справедливыми, то на самом деле совершенно не половина американцев, а всего лишь 9,5% американцев находятся в состоянии депрессии, которая диагностирована. Для справки, официальная статистика в интернете показывает нам, что, допустим, в той же России это всего 5,5%. Но вы сами понимаете, что не обязательно все люди, которые страдают какими-то такими заболеваниями, они обязательно диагностированы, поэтому на статистику мы все с вами можем смотреть вот так. Вот тут у людей настоящий полноценный фруктовый сад с разнообразными фруктовыми деревьями и даже с разными отпугивателями. Да. Да ухожу. Такие 3 из ларца одинаковых с лица. Очень мне страшно, да, очень страшно. Ухожу уже. Я испугана, видишь, убегаю в страхе. Успокойся. Что касается реалий американской жизни, то у меня на эту тему есть что вам порассказать. Во-первых, давайте посмотрим, почему жизнь в Америке такая тяжелая. Это мое личное субъективное мнение, не имеет никакого отношения к реальности, не может быть использовано в суде против меня. Я разделила это все на условных 3 фактора. Первый из них я бы назвала социальный фактор. Номер 1, номер 2 и номер 3 – это то, что в Америке нет абсолютно никакой халявы, к которой мы, например, привыкли в нашем постсоветском пространстве. Никогда ни у кого здесь не было в жизни бесплатного жилья, доставшегося далее от завода, бабушки или дедушки, кто-то кому-то потом это все отдал, и это досталось абсолютно бесплатно. Никогда здесь такого не было. Какой бы вы ни были 7 пядей во лбу или совершенно рожденный в совершенно простой семье, всегда вашей главной задачей и жутким большим куском ваших доходов, вернее, ваших расходов, будет затраты на жилье. Это ли вы снимаете жилье, это ли вы купили жилье в ипотеку. Те редкие счастливчики, которые по статистике всего лишь составляют меньше 10%, у которых уже жилье выплачено, это или в основном пожилые люди, которые пахали на это всю жизнь, или еще меньший процент богачей, которые могут купить жилье сразу непосредственно за живые деньги, за кэш. Какая связь между депрессией и отсутствием бесплатного жилья? Очень прямая, когда вы постоянно живете под вот таким давлением и стрессом, что вы в любой момент можете оказаться на улице. Именно поэтому такой высокий процент бездомных в Америке, потому что оказаться бездомным может каждый. Для этого вам не обязательно быть каким-то там антисоциальным элементом, вам не обязательно совершать какие-то действия, которые не пристало совершать порядочному гражданину. Вам достаточно потерять работу, при этом еще как-то пострадать от медицины, выплатить большие счета, разбить машину случайно. И все, и вам негде жить, потому что вам за все нужно платить. Сюда же второй момент – это
то, что любое образование, начиная вот с того, когда вы свою вот эту вот лялечку только принесли из роддома и думаете, с кем же она будет у вас находиться дома, потому что декретных отпусков, как факта, здесь тоже нет. И образование здесь тоже платное, и даже начиная вот с этих лялечек, которых относят туда, и они там только дружно группами лежат, даже это стоит порядка $200 в неделю, и иногда это составляет заработок молодой мамы, которая эти же все деньги, которые она отдает, зарабатывает на своей работе, она отдает за то, чтобы кто-то в это время был с ее ребенком. Дальше больше, любая следующая ступень. Да, основное образование в Америке бесплатное, общественные public school, публичные школы, неправильно так говорить, они бесплатные. Но, тем не менее, все, кто хочет чего-то лучшего для своего ребенка, чего-то экстра, это всегда будет дополнительная плата. И плата такая, знаете, не шуточная. Кружки и квадратики в Америке стоят просто драконовских денег. Сзади меня сейчас пробежал французский бульдог. Собаки, кстати, в Америке тоже очень дорогие. Вот сколько у вас французские бульдоги стоят? А у нас 3500, самый маленький и захудаленький. Поэтому второе давление, второй постоянный стресс у американцев это от того, что если у них завелся хотя бы один ребенок случайно откуда-то, то это уже все, они уже по жизни будут обязаны пахать как лошади, потому что, чтобы этого ребенка поднять, нужны недюжинные средства. Я уже молчу про высшее образование, которого здесь тоже по умолчанию нет бесплатного. Существуют отдельные программы, отдельные возможности получить высшее образование бесплатно, но об этом где-нибудь отдельно не сегодня мы говорим. Мы сейчас все очень обобщаем. Следующий момент. У американцев в крови трудоголизм. Я такого не видела нигде. Я никогда еще не была в Японии, но вот то, что рассказывает про Японию, уже давно существует в Америке. Я читала об этом и нашла интересные такие изыскания, что вся эта культура идет от протестантской религиозной трудолюбивости. Так как большая часть переселенцев США были как раз-таки из стран Западной Европы, где протестантская, собственно говоря, протестанты переезжали сюда. И как раз-таки их культура и послужила основой вот этой трудовой этики. У протестантов распространено, что пахать надо не ради результата, а как факт. Это такая форма жизни, форма служения Богу, форма существования. Поэтому у американцев тоже не считается зазорным пахать по 60, по 80 часов в неделю. И это иногда бывает даже предметом такой, знаете, гордости похвастаться, когда вы встречаетесь с друзьями и со знакомыми, как вы страшно заняты, как у вас нет никаких сил, как вы замотались и уработались. При этом вы не обязательно будете каким-то там топ-менеджером в компании Shell и зарабатывать будете миллионы. Вы можете быть менеджером в какой-нибудь вообще, в автосервисе менеджером, но вы вот наполнены вот этим сознанием. То есть количество отработанных часов определяет ваше качество, кто вы как человек. Что вот лично я не считаю, что это правильно. И такая интересная штука, знаете, вот у нас, допустим, я так привыкла в русской культуре, по крайней мере в то время, когда я еще там жила, считалось показателем успешности и твоей вот такой вот деловитости, это когда ты работаешь меньше и можешь делать то, что тебе нравится, и проводить свое время так, как тебе нравится. Но у многих американцев вот здесь я встречала такую тему, что как я страшно урабатываюсь, какой я крутец, что, в свою очередь, как вы понимаете, не облегчает ментальное состояние, не снижает уровень стресса, не снижает уровень давления, которое оказывается на психику такого человека, и совершенно не помогает ему соблюдать баланс между жизнью и его сумасшедшей работой. Еще одна тема, вследствие уже вот этой трудовой этики, в Америке очень сильно насаждается вот эта вот культура железного человека, когда упахиваться, достигаторство, оно же, в общем-то, отсюда и пришло. И здесь до сих пор много людей, если вы выезжаете из дома за каким-то лешим в 4 утра, вы увидите уже вереницы машин на дороге, все куда-то едут. Чаще всего они едут в спортзал, потягать там железо, потом быстренько там еще забежать на молочную кухню. Какую молочную кухню? Что я несу? Что-то сделать для своего ребенка, забросить ребенка в школу, потом поучаствовать в миллионе разных активностей, вечером сходить на нетворкинг-ивент, свалиться в кровать, еще перед тем, как свалиться в кровать, что-нибудь поделать. В общем, вот такой вот стиль, когда выжимать из себя все соки, к черту все берись и делай.
Кстати, как замечание, спонсор сегодняшнего видео онлайн-курс, который называется Bootcamp. Это курс, полная инструкция по исполнению желаний. Я записала этот курс в 2017 году на пике всех своих способностей, и он включает в себя все, что я смогла собрать и изучить, что существует в мире самопознания и саморазвития. Все теоретические методы, проверенные лично мной на практике. Курс состоит из 21 видеоурока и предполагает ваше прохождение этого курса в течение 21 дня. Теоретический материал, задания для размышлений, какие-то идеи для выполнения этих заданий. И по окончании этого курса вы не только получите достигнутую какую-то конкретную цель, но вы получите в свое распоряжение целый огромный арсенал разнообразных средств, методов, техник для того, чтобы вам и дальше также успешно идти по жизни, всего достигать, чего вам хочется и что вам нравится. Получить доступ к курсу можно по ссылке в описании. Первым 10 участникам специальная скидка по коду, который тоже там будет в описании, 75% скидка. Никогда такой больше не будет, спешите. Еще одной причиной, почему среди американцев так много ментальных заболеваний, я опять же сюда же в эту же тему добавлю, что среднестатистический уровень образования в Америке очень низкий. Как это связано? Люди не имеют представления о том, что вообще такое какая-то минимальная базовая экономика, баланс доходов и расходов, не умеют управляться с деньгами, и как следствие это бедность, житье вот на грани, где вот вы только-только выживаете, это бесконечные долги, это бесконечные проблемы, страх будущего, что опять же не добавляет нам ни позитива, ни оптимизма, когда мы смотрим в будущее, они смотрят в будущее, и это все за собой влечет опять те же самые проблемы. А сейчас мы с вами переходим в другой район, и вы сразу заметите разницу. Этот район совершенно современный, он построен последние 2 года, и посмотрите, как здесь все совершенно отличается. Следующая группа факторов, по которым столько американцев находятся в состоянии ментального нездоровья, я их назвала экономические. Во-первых, медицина. Медицина в Америке – это в чистом виде бизнес. Не существует государственной медицины. Вся медицина здесь принадлежит каким-то корпорациям или частные практики, которые принадлежат конкретному доктору. И как любой бизнес, да, конечно, они там строго лицензированы. Чтобы стать доктором в США, нужно очень долго учиться и пройти Крым, Рым, огонь и медные трубы, еще воду. Но, тем не менее, главный ориентир у медицины, у американской, все-таки не на здоровье нации, а на получение прибыли. Что, как вы понимаете, не ведет к тому, что пациент, обратившийся к доктору, скажет: вот что-то мне как-то грустно, и ноги не ходят, и голова не варит. И доктор не станет разбираться, там, что у вас не так, а давайте мы подумаем. Он скажет: вот вам предписание, выпивайте 4 килограмма вот этих таблеток и пейте их годами, и приходите ко мне на проверку, на анализы как минимум раз в 3 месяца, а может быть и в месяц. Отсюда же идет и следующее, что фармакология в Америке – это тоже бизнес, и это самая большеприбыльная отрасль в экономической системе Америки. Ну, наверное, после наркотиков и оружия. Но я не знаю, насколько они официальны. И поэтому фармацевты находятся в абсолютном сговоре с медициной, с докторами. И вот эта вот тема, когда никто не заинтересован, чтобы вы стали себя чувствовать лучше, заинтересованы только в том, чтобы поиметь с вас денег. Сюда же вся эта система со страховой медициной, которая тоже та же самая мафия. Поэтому вкупе ментальное здоровье американцев находится в очень ненадежных руках. И, как говорили-то эти, я бы ему палец в рот не положил. Ильф и Петров. Я бы ему палец в рот не положил. Вот американской медицине я бы свое ментальное здоровье не доверила ни за что и никогда. Ну и, наконец, главная проблема, на мой взгляд, это менталитет американский. Как я уже упоминала, это страна переселенцев. А когда они сюда переселялись, у них не было вот этого культа коллективизма, так как главная идея была независимость, право на собственное мнение, право на самоопределение. Если мы вспомним историю, да, то они же сюда как бы убежали из Старого Света, чтобы в Новом Свете создать абсолютно независимое государство. И независимость – это флаг просто американцев, они молятся на независимость. И, соответственно, независимость каждого индивидуума стала и в некотором смысле и злом теперь, потому что культуры пообщаться с друзьями честно и открыто, излиться,
вывалить все, что на душе лежит. Да, не всегда вы получите грамотный совет от друзей, в большинстве случаев нет. Но все равно в этом есть огромная польза. Обмен с другим человеком, получение сочувствия от другого человека, так или иначе вам становится легче в острые моменты. У американцев этого нет как факта. Я уже много-много раз в личной жизни сталкивалась с такими моментами, когда для них самое страшное преступление – это побеспокоить кого-то, обеспокоить своими задачами или проблемами другого человека. Они будут там плакать, они будут там биться об стену, у них там будет рушиться потолок. Но к тебе они обратятся за помощью только в самом крайнем случае, если все другие варианты уже исчерпаны. И, собственно говоря, друг от друга точно так же они ничего не ожидают. Именно поэтому так в Америке широко распространены все эти сервисы, там, знаете, присмотреть за животными, когда вы уехали, ну, далеко ходить не надо, такси, присмотреть за вашими престарелыми родственниками или за больными родственниками, которые требуют ухода. Даже компаньонами побыть вашим родственникам, когда вас нет дома, когда вы на работе, а ваши престарелые родственники нуждаются в уходе. И многие-многие другие виды помощи и поддержки, которые в нашей коллективистской культуре, они предполагают, что мы делаем это все коммунно и помогаем друг другу. Здесь в Америке никто никому не помогает, каждый сидит со своей болью сам. Соответственно, когда у него стресс на работе, он пришел домой, ему даже бедному излиться некому, потому что даже в семейной культуре это такое «Are you okay?» И такой вопрос предполагает «Yes, absolutely, thank you». А сам пошел такой уже, у него уже там мысли о самоубийстве, у него уже мысли о том, как, может быть, залезть в машину и подключить вот эту выхлопную трубу и уже подышать этим газом и отправиться на тот свет, потому что сил у него никаких нет. Но нет, никогда на свете, ни в коем случае они не станут обращаться за помощью, потому что это стыдно, это показатель слабости. Мы так не делаем, у нас так не принято. И что мы из этого с вами всего получаем, друзья? Смотрите, какую я вам нарисовала картинку. Я, честно говоря, сама была поражена, когда совсем недавно я своему новому знакомому, вот так же мы тут гуляли, я ему объясняла, рассказывала. Он говорит, а каково это было жить в России, в Советском Союзе? А что такое за перестройка, с чем ее едят? И вы знаете, несмотря на то, что я абсолютно обожаю свою американскую жизнь, мне здесь комфортно, культурно, классно, я себя чувствую как рыба в воде, я ни на что ее бы не поменяла, наверное. Тем не менее, когда я ему стала рассказывать про вот эти моменты жизни в России и даже в Советском Союзе, я поняла, что многие вещи, которые были даны как данность, я их не ценила и смогла оценить только сейчас, когда их у меня нет. Все эти действительно квартиры, ну ладно, мне, конечно, так никакая квартира ни от кого и не досталась, но, по крайней мере, моя мама живет в квартире, которую они не покупали, им не надо было ее покупать. То есть они поженились, родили меня, у них была квартира, и поэтому все их скромные доходы и ресурсы, они все посвящались мне уже. А если бы мы жили в Америке, то они вот так, родив меня, они бы должны были еще отрывать этот последний кусочек хлеба и последнюю рубашку на оплату, допустим, аренды или покупку своего собственного какого-нибудь домишки. И всю жизнь, вся их жизнь была бы посвящена этому. И я бы воспитывалась вот так же. То есть плюс образование. Когда я вспоминаю наши все кружки и квадратики во всех таких этих домах пионеров, дворцах пионеров, которые, они не стоили ничего. Я, может, сейчас ошибаюсь, может, мы там что-то платили, потому что платила моя мама, а я не помню. Но мне кажется, они были бесплатные. Вы помните, они были платные или бесплатные? Была там какая-то плата? Я уже забыла. Но вот эта вся доступность, и это не было так, что это только для средних слоев населения. Это было доступно для всех. Мы так выросли. Поэтому, когда я смотрю на это, я думаю, американцев реально жалко. Американцев реально жалко. Жизнь у них, конечно, тяжелая. Они живут вот под этим давлением постоянным. И несмотря на все их вот эти заводы, пароходы, вот эту вот доступность всего и такой вроде комфорт, знаете, можно кредит на все получить вот так вот легко. И вроде как страна больших возможностей. Но в плане ментальности, конечно, у американцев дело совсем плохо. И вот это их зашоренность, и это их вот это вот... Мне они иногда представляются такими, знаете, зажатыми вот так вот куда-то там в такую жесткую, в тиски. И вот так они и живут. Шаг вправо, шаг влево, побег. Прыжок
считается тоже как попытка к побегу. А вот на этом уголочке вообще смотрите, как классно. У них даже собственный причал для небольшого или даже среднего, или даже большого катера. Это уже по вашему выбору. И вот там специально для них оставили такой островок, где организовано место для всяких там мангалов и всего остального. И они туда приплывают и устраивают свои посиделки. Вот такая вот получилась сегодня бродилка. Я надеюсь, что вам понравилось. Начинает холодать, у нас прям зима-зима. Я жду ваших комментариев. Согласны ли вы со мной, что американцам живется тяжело, гораздо тяжелее, чем нам, русским, вам, русским? Теперь я уже не знаю, к какому лагерю себя приписать. Я-то, конечно, тут хорошо устроилась, потому что я знаю всякие эти фишечки. А самое главное, я понимаю, что работа меня не определяет. И я не живу, чтобы работать, а я работаю, чтобы жить. Но, тем не менее, да, смотрю я на них, смотрю я на это. Как этот говорил-то? Весь этот жуткий расизм, который я тут наблюдаю, и Владимир Николаевич, кстати, тоже. На этом у меня сегодня все. Жду ваших комментариев. Не забывайте заглядывать на Инстаграм, там больше про психологию, если кому интересно. И также там бывают всякие анонсы чего-то, что можно сделать быстро. Спасибо, что смотрели. Я хочу напомнить вам, что по последним данным YouTube сейчас ведет тотальную зачистку мертвых аккаунтов, и неактивных аккаунтов, и ботов, и поэтому он автоматически очень многих отписывает. И иногда под эту гребенку попадают и те, кто реально смотрит мой канал или канал любого другого блогера, на кого вы подписаны. Поэтому у меня к вам большая просьба, вы, пожалуйста, проверьте, что вы подписаны. Если нет, то обязательно подпишитесь, поставьте лайк под этим видео, расскажите мне, как вам понравился райончик, стали бы здесь жить. И далеко не уходите, впереди еще очень много интересного. Пока-пока! А здесь вот домик, мимо которого каждый раз я иду и глазею во все глаза. Вот так вот он расположен окнами на озеро. У него, конечно, не выходит его задний двор на озеро, но мне так нравится. Во-первых, обратите внимание на отделку. Вот этот цвет кирпича по сравнению со всеми остальными на улице мне очень нравится. А во-вторых, обратите внимание на их задний двор, который, в принципе, таки выходит на озеро, правда же? Прикольно, да? Очень красивенько. И вот так они тю-дю, и могут смотреть на озеро. Нравится вам домик?